Скажи, что спасибо большое, что люди к нам одни и те же пришли на третью встречу. Пообщайся, пожалуйста, с публикой. А я пока подумаю, что нужно писать в группу. Вообще неплохо бы, кстати, с Малининовым где-то Но он сейчас придет. подогнать. Да, мы не волнуйся, ты пока поздоровайся со всеми. Что надо, Кать, скажи, что надо говорить. Здравствуйте. Да. Спасибо всем тем, кто уже третий раз с нами. Что вообще философия на воде процветает, слава Богу. Ну, тут полно воды, конечно. Воды полно, Да, значит, как мне, здравствуйте, спасибо, что пришли. Вот. Простите, что узко. Да, простите, что узко, да, ну, видите, как дворяне жили, в общем, тесно. У нас будет как бы два отделения, вот, и первое отделение у нас будет, так сказать, ну, я не скажу про политику, потому что я очень, это вообще слово не люблю, но боюсь, получится про политику, но, в принципе, это так потрендить. И потом, кстати, тут еще такой, как бы в качестве бонуса, вы в конце услышите один номер художественной самодеятельности, который, я надеюсь, где-то через там 10 дней наберет где-то 1 миллион просмотров в Ютубе, а вы первые действительно на полном серьезе первые слушатели. Ну, я не буду спойлерить, в общем. Да, мы на тебя звук повесим. Повесьте, конечно. Тогда мне вот это не надо будет, да? Нет, тебе надо будет это тур. Это для... Окей, давайте. Я хотела сказать спасибо огромное тем, кто пришел к нам уже третий раз, и что проект наш с Васильевым «Философия на воде», мы не предполагали, что в этом помещении будет настолько узко, да, но зато, как говорится, в тесноте да не в обиде, потому что все-таки хочется, чтобы этот проект был камерным, и чтобы он происходил в таких местах, которые сами по себе атмосферны. Вот, поэтому он именно здесь или там, где была первая встреча с Глуховским и с Голицыным на воде. Прекрасно. Тогда сейчас мы еще... Вот единственное, у меня будет небольшая просьба, я просто думаю, как мы... А можно вас попросить будет, потому что он, наверное, там зайдет, и поэтому, уважаемый Панюшкин, мы вас куда-то подвинем, потому что... Ну, тогда ты его можешь уже смело приглашать. Вообще, я хочу сказать, что очень приятно видеть людей, те, кто пришли третий раз, и что это такая, как говорит Васильев, точка сборки. Ну, я говорю, ловят. Хорошо, ладно. У него не получается. У нас получается точка сборки, вот, и это очень приятно, и очень приятно получать те сообщения, которые я сегодня в течение дня получала о том, что такие встречи очень важны, поэтому простите, если что-то не так, как хотелось бы вытянуть ноги и сесть, может быть, чуть удобнее, но иногда сама энергия встречи, она важнее, чем то, как мы располагаемся. Как бы мне, Кать, научиться вот так же как-то общаться с публикой? Я когда-нибудь научусь. Ну что, ты позвал уже нашего героя? О! Все, я понимаю. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я могу уйти. Да, слушай, ты у нее отпрашивайся. Я такой же, как ты. Тогда останусь. Вам видней. Но с этим человеком может Да, Артур, я скажу уже Добрый вечер. По регламенту соревнований я уже объяснил про первое и второе отделение. Это уже не будем терять время. Да, ну еще, да, это Артур Смоленинов. Узнали. Это, несмотря на наши разные биографии, если кто про меня знает, да, там, в общем, всю жизнь журналистом работал. Так вот, у нас действительно мы с ним выходили на сцену в театре «Современник» раз, наверное, 10. Ну, конечно, роль-то у меня была вот такая, у него главная почти. И даже в одной гримерке мы были. И даже Артур меня один раз спас от смерти на репетиции. Но это не относится к... Нет, правда, что? Не, ну это относится, это мы сейчас не сидели. Но ты с Малининовым доволен? Это правильный Он выбор? дико талантливый артист, ну, прям очень. Но он офигенный. Но другое дело, что я его уволил. Ну, кроме на репетиции, конечно, я на себя обрушил какую-то полутонную железную конструкцию. И привет бы был. Но я-то какой из меня артист? Я там за нее зацепился. А вот он действительно ее перехватил. И мои дети не остались сиротами. Вот так. Ну, значит, поехали. Смотрите.
Ну, первая часть, как я уже говорил, это мы просто там поговорим. Кстати, если будут какие-то в ходе вопросы или что-то непонятное, я думаю, тут зал небольшой, не стесняйтесь, там записки писать не надо, и микрофон не надо никому передавать, если что-то уточнить или переспросить, или дополнительный вопрос, то есть это... А если вот заканчивается в стаканах у людей, что им делать? это Ну, она же заканчивается тоже. Сегодняшним вечером я могу поработать официантом. Давай в перерыве. Всех не обнесешь. В перерыве. Но ты меня недооцениваешь, как всегда. Как всегда. Вот. Ну вот смотрите, и, ну опять же, это как слоган нашего мероприятия, значит, театр уехал, клоуны остались. Вопросительный знак. Вопросительный знак в конце У предложения. меня нет. Вот у меня, У меня есть. Хорошо. Так вот мы про это и будем говорить. И как раз, как я говорил про «Современника», который для меня действительно театр достаточно родной. И вот интересно, вот до тебя наверняка доносится, вот что происходит в «Современнике» после того, как ты ушел. Я слышал, например, что там Гарик Сукачев рулит вовсю. У тебя что-нибудь есть какие-нибудь информации про «Современник»? Инсайды? Конечно. А люди что собрались? Ну, если в 3 словах, то все очень плохо. А если 10? Ну... Я не говорю, что выдавать какие-то страшные тайны, то, что ты можешь сказать. Там. Да нет, действительно какие-то- интересно. На самом деле я ушел. Великий театр. Я был, к сожалению. Но все кончается рано или поздно. Вопрос просто как. Уходить тоже красиво можно, да, и заканчивать. Тут, к сожалению, не тот случай, на мой взгляд. Я ушел из театра сколько? 4 года уже как, да, больше? 5 лет назад. И я, собственно, и уходил в том числе и потому, что тогда уже были проблемы с атмосферой, с моей точки зрения. А Галина Борисовна уже... Ну, Галина Борисовна была уже в возрасте, и было тяжело. Она была занята ремонтом в основном. Театр – это огромные там сложности. Галине Борисовне нет у меня вопросов. Ну, у меня вообще никому нет вопросов, кроме себя, но, тем не менее... Театр штука такая, это живой организм, так же, как и человек. Он портится так же, как человек, так же разрушается. Это неизбежная цикличность. Вот. Ну, а после начала войны началась война, и чего тут объяснять? Мне кажется, что называется, все понимают. Люди, которые смогли, которые захотели, и которые не захотели, да, продолжать участвовать, в общем-то, в симуляции, потому что, честно говоря, я просто не очень понимаю, в принципе, как можно выходить на сцену в таком... Ну, это очень личные вещи, да, я никого ни в коем случае не осуждаю, никому ничего на вид не ставлю и не выдаю себя самого ни за какой пример там. Говорю только о своих ощущениях. Я бы не смог выходить на сцену просто. Да, тем более там. Зная, что делает твоя страна, зная, что ты живешь в фашистском государстве. Я просто не понимаю, как выходить на сцену, особенно это касается мужчин. К женщинам вопросы другие. Ну, нет вопросов к женщинам. Женщина – это женщина. Ну, насколько я знаю, вот, да, с того момента, как началась война, да, уволили Рыжакова. Да, Ну, и там какие-то... Ну, сейчас причем все... он, по-моему, совершенно не революционер был. Да, дело не в том, что он революционер, а дело в том, что все остальные реакционеры, понимаешь, потому что очень долго, в том числе и Галина Борисовна, как бы немножко искусственно насаждалась эта тема, вот это моя молодая труппа, то есть это, знаешь, становилось такой, как бы, некой идеологией уже, да, знаешь, это такое сектантством неким, что вот моя труппа, преемственность поколений, То есть вот это все, да, и это, ну, как бы, ей это нравилось, действительно, ей это было по душе, а дальше, естественно, все это подхватывалось и раскручивалось, и в итоге раскрутилось до каких-то неимоверных масштабов, и все вот эти молодая труппа, она так сильно поверила, что она Ефремов, она Кваша, она Волчек, она вот это все. И вот сейчас, насколько я понимаю, там все вот возвратились эти худсоветы. Сейчас там правит худсовет. Ну, с моей точки зрения, театр это все-таки довольно творчество, это довольно авторитарный процесс в том смысле, что должен быть вожак. Не может править театром худсовет. С моей точки зрения, это абсурд. Слушай, а там по репертуару что-нибудь тебе известно? Там... Нет, не в курсе. Я ничего не видел. Я, честно говоря, вообще к театру как форме творчества остыл. Не потому, что театр «Современник» плохой или какой-то другой театр плохой. Просто я остыл к театру как форме своего самовыражения, скажем так.
Слушай, а, кстати, вот ты упомянули Галину Борисовну Волчек. А вот как бы она, интересно, ну я тоже 1000 лет знаю, понимаешь. А вот как бы она себя повела вот в этой ситуации? Я думаю, она уехала бы. Просто свалила Да. бы все, до свидос, да? Нет, если бы... Вопрос. Нет, я к чему дум- говорю, ей все-таки и лет-то было, да? Нет, если представить себе, что это Галина Борисовна в летах, ну, в смысле, не в летах, а наоборот, в силе, да, то, конечно, она бы осталась. Слушай, ну, они пережили такое, что, в общем, я думаю, что она была бы в ужасе, конечно, но я думаю, что она бы осталась, мотивируя это тем, что это мои дети, моя семья, на кого же я их оставлю. И, в общем, была бы, конечно, по-своему права, безусловно. Безусловно. Ну, так она, кстати, проходила несколько раз такие Ну, стрёмные моменты. я о чем и говорю. Она не в такой соляной кислоте выживала, да, и они все. Я думаю, что она осталась бы, но она была бы, конечно, в ужасе. Это тот случай, когда говоришь, слава богу, что она не дожила. Интересно, у меня прям в вопросе это есть. Слава богу, что Слава богу, что да. ГБ... Ну, да. ну, знаешь, она сделала ремонт, построила театр заново. Это была ее миссия последняя. И ушла со спокойной душой. Слушай, а вот смотри, такая тема, что вот смотри, ну, конечно, до тебя доносилось, да и до всех, вот эти вот такие акции, типа буква «З» на Театре наций, Миронов там, или там какие там есть. Вот договор, например, Олег Меньшиков подписал договор со Следственным комитетом. Да, я видел. Ну вот, там есть еще такие вот самозакрытие Гоголь-центра, например. А вот такие вещи, ну, причем разные же мнения, да, говорят, вот Меньшиков там, причем такое мнение я слышал таких нормальных как бы людей, они говорят, ну, Меньшиков подписал договор со Следственным комитетом России, это дико совершенно. Мне прислали фотографии, я говорю, это из какого кино? Сидит Олег Меньшиков, а там кругом Ну, с такими наверное, рожами, значит, эти полковники. Утомленные солнцем 3. Ну, как 4, да. Но есть такое мнение, что там, условно говоря, ну, вот Меньшиков подписал его со Следственным комитетом, чтобы у него не забрали всех вот сам, по мобилизации. Или вот это вот Z на Театре нации. На театре Табакова тоже висит это. Тоже, да. А вот, ну, хорошо, есть такое мнение, кстати, что вот, ну, это для того, чтобы спасти театр, ты. Ну, условно говоря, как вот там Венедиктов там участвовал, ну, там, пиарил во все электронное голосование, где всех москвичей обули. Но есть мнение, что он это делал для того, чтобы спасти «Эхо Москвы». Другое дело, что, конечно, он не спас, и, на мой взгляд, играть в игры с государством как бы это бессмысленно. Но вот с этой точки, вот если ты против этого гуманитарного аспекта, ну, повешу я букву «З», а зато буду поставить там Грибоедова. Ну, как ты к этому относишься? Лично ты. Лично меня вызывает это брезгливость какую-то, наверное. И, ну, да, мне хочется как бы от этого как-то внутренне отодвинуться. Но я помню, вот, да, я смотрел фильмы про... У меня представления о войне были долгое время из фильмов о войне. И меня немецкий язык, при том, что я сейчас все уже понимаю, он до сих пор меня, что называется, триггерит. То есть я слышу немецкий язык, и меня внутренне на секунду как будто у меня что-то замыкает. Что это что-то, что это зло. И вот это, и дальше все эти слова, язык Ницше. Так это же работает, да, когда ты смотришь, даже если ты очень умный человек. Ну как, я для себя такую ассоциацию, да. Вот такая есть ассоциация. Да, если тебя 10 человек 2 часа пытаются изнасиловать, ну даже если ты очень сильно будешь сопротивляться, ну на 3-й ты сдашься. А на 4-й ты начнешь их оправдывать. А на 5-й ты скажешь, да, насилуй меня, потому что я это заслужил. Ну, просто потому что ты больше не можешь сопротивляться. Поэтому тут, наверное, надо у них спрашивать, но, что ими движет каждым из них. Кем расчет, кем действительно вера в это, кем... Ну, такие гуманитарные оправдания, что ради театра я вот за это повесил. Лично ты не... Вот тебе это Они не... работают ровно до того момента, пока ты не разговариваешь со своим другом с Украины. Слушай, а вот есть конкретно, вот когда вот, ну, Гоголь-центр, вообще, в общем, наверное, самый успешный был проект последних лет, я так понимаю. Да. Да? И вот они просто самозакрылись. Это само называется? Ну как, нет, формально само. Нет. Формально. Ну, Я же встречался с Лешей Аграновичем. Формалисты, там много формалистов в Кремле, у них формально тоже все в порядке. Ну, там, как мне говорит, опять же, Агранович, который был начальник этого всего, может, врет, конечно, я не знаю, но говорит, что такой был люфт, чтобы не было скандала. В общем, он как-то немножко опередил ситуацию и закрыл. Я, кстати, видел там в интернете, очень достойное было само все закрытие. Сам он там уволился, у него контракт кончался. Ну, как бы,
И вот, ну, так мирно, да, получилось. Ну, как, по-моему, это вполне, в данной ситуации, вполне, ну, как человечески. Закрылись. А теперь... Ну, это, ну, окей, хорошо, но это домашние радости, но закрылись достойно. Не, ну, я в данном Хорошо, случае... ты можешь... Ну, профессию, ну, как бы... Что значит, что про профессию? Ну, вот есть театр, да, можно было там говорить, опять же, ну, давай поставим какой-нибудь блядский спектакль, да, но зато сохраним и этот. Люди просто скажут, все, сливаем воду, до свидания. А, в этом смысле? Да. Ну да, в этом смысле Ну, это я можно... в этом смысле. В этом смысле, безусловно, это можно привести как пример. Как пример, а как быть? А вот так быть. Ну да. Вот если быть так, то окей, по крайней мере, по отношению к самому себе ты можешь смотреть сам себе в глаза, хотя там все равно должен быть стыд. По большому счету, это уже не имеет значения. Потому что мы будем расплачиваться не вот этими вот... Я повесил буковку Z или не повесил? Я вовремя ушел или не вовремя? Я вовремя уехал или не вовремя? Мы будем расплачиваться все за нашу собственную отрешенность, за наше собственное безразличие к самим себе, за наше собственное равнодушие к собственной жизни. Мы все думали, что мы спрячемся, как-то кто-то куда-то залезет, у кого деньги есть, так вообще хорошо, кто-то в Латвию уедет, кто-то в Израиль. Мы думали, что мы уедем в Латвию и в Израиль, и что, и нас это не коснется, и все, мы хорошие. Мы такие, опа, мы уже не русские, мы как бы русские, но мы хорошие русские. Нет, так не будет. Но ты так не будет. Ты смотри, ты общаешься с украинцами, когда ты твои друзья. Ты от них слышал вот это вот про фашизм там и так далее? Конечно. В смысле про фашизм? Что вот ты имеешь? тебе это говорят, что вы все там одним миром мазаны. Ведь нет же. Лично мне, именно потому что Лично. это мои близкие друзья. Конечно, нет. А вот скажи, пожалуйста, из каких-нибудь твоих коллег или там по цеху, я не знаю, из артистов там известных, вот кто тебя по-настоящему удивил? Ну, ты что-то говорил про Машкова, но я так понял, Машков тебя не очень удивил. Но он меня не удивил, потому что он из того поколения, для которых вот эта тема «отцы, деды воевали», она очень... Это слабое место, это болевая точка. В нее... Блин, есть тоже поколение. Для меня это не слабое место. Ни хрена. Ты не артист. Уже отрекся. У нас была одна гримерка в «Современнике» на двоих. Подожди, артист. Подожди, со мной в гримерках разные люди сидели. Я-то не со многими сидел. Никто из них не претендовал на то, чтобы быть артистом. А вот на сцену ты выходил, это было. Тут уже да. Ладно, я слился действительно, пока понял, что я не артист, я слился. Ну вот, видишь, что ты меня тут запутываешь, не надо. Вот я говорю. Нет, смотри, есть эмоциональная сторона. Если ты в это включаешься. Есть рациональная сторона, если это выключить. Если это выключить, еще раз, понять отдельно каждого человека, любого, абсолютно, можно и нужно. Извините, перебью. Я имел в виду кого-то вот просто действительно, вот я не ожидал. Я понял, вот понял. Да про Машкова просто я закончил. Ну, например, да, еще. Почему я сказал, что он артист? Артисты, в принципе, люди восприимчивые. И люди внушаемые. Есть такой термин. Внушаемый. Такая работа. Ты же должен поверить в самое... Вообще работа артиста в том, чтобы верить во всякую херню. Вообще, во все. Во все, что только можно. Что есть инопланетяне, что, я не знаю, что есть кротовая нора, что ты можешь летать. И раз ты веришь, что ты можешь летать, значит, поверить в то, что там наступают нацисты, тем более, что есть там инструменты пропаганды, которые работают. Ну, что я буду рассказывать? Все взрослые люди, все прекрасно мне кажется, если ты понимают, считаешь, как это если ты работает. говоришь, что Машков в это во все верит, мне кажется, ты ему делаешь какой-то не очень заслуженный комплимент. Откровенно говоря. А комплимент это вообще не заслуженно. Не бывает Дай заслуженно. водички, пожалуйста. Не газец. Не-не-не. Бордовенько. Как правильно? Еще раз? Негазец. Спасибо. Извините. Я медленно, но продвигаюсь. Вот. Ну, просто я что-то про Машкова, я, конечно, не верю в то, что он что-то там верит. Внушаемый, не внушаемый. Я верю абсолютно. Он превратился в сектанта. Так проще жить. Очень трудно сопротивляться. Человеку вообще трудно. Еще раз, когда тебя пытаются изнасиловать, нужно быть очень-очень сильным человеком. И нужно, чтобы обстоятельства складывались так, чтобы ты смог там вырваться и убежать. Как мы, например. Но, как я, окей, ты отдельная история, хорошо. Как я. У меня, были обстоятельства, мне повезло с воспитанием, мне повезло с характером, мне повезло с мамой, мне повезло с обстоятельствами жизни, мне повезло, что у меня были деньги, чтобы уехать.
Мне повезло, что мне было куда уехать. А если бы у меня не было ни денег, ни возможности куда-то уехать, если бы я был вот не Машковым, да, не там, и не... Ну, Машков точно денег не меньше, чем у тебя. И не Мирон. Да подожди, что ты пристал к этому Машкову? Господи. Интересно. Ну, оставь ты ветерана в покое. Ну, что ты... Ветеран какой войны? Он своей собственной, как и мы все. В общем, что бы я делал? Я не знаю. Хватило бы у меня смелости вот так же выйти и сказать, и сесть в тюрьму. А может быть, ну, я не знаю, там, получить увечья. Я не знаю. Наверное, да, я сейчас могу сказать смело. Да, конечно, я бы все равно... Ну, черт его знает, может быть, и я бы зассал. Может быть, и я бы с этим согласился. Что, еще раз, что тебе остается? Когда тебя взяли и нагнули, у тебя два варианта. Либо ты вырываешься, либо ты отдаешься. Он отдался. Теперь, хорошо, извини, я отвечу на твой вопрос, кто меня удивил. С любым, Или, наоборот, не удивил. с любым знаком. Да, абсолютно, в том-то и дело. Да я про него всегда знал. Вот Пореченков, например. Ну, условно говоря. Без комментариев. Значит, не удивил. Вот видите, я перевожу. Что? Ну вот, например, нет, я просто пример привел. Кто? А, кстати, да. Кстати, да, Леша. Кстати, да, спасибо. Но он и до этого удивлял. Так что тут, в общем, ничего удивительного в том, что он удивил. Просто только... Нет, ну знаете, на самом деле, кроме шуток, это все эмоции, но я все-таки стараюсь жить по принципу, да, каким судом судите, да, таким и вас будут судить. Поэтому я все-таки внутри себя стараюсь, даже если мне кажется, что человек поступает не так, как мне кажется, было бы правильным, и я, в общем, на этом не зацикливаюсь, я не обращаю на это внимания. Меня все-таки интересует, как нормального эгоиста, меня все-таки интересует в первую очередь, как поступил я. Вот, поэтому я абсолютно не лукавлю. Я сейчас, ты же понимаешь, что я не ухожу от вопроса. Я, правда, не могу вот сейчас сходу сказать, что кто-то меня своим поведением потряс. Ну, я тебе так скажу. Глагол удивил. Я тебе так скажу. Вот как это ни странно, сейчас, может быть, там... Ты посмеешься надо мной или скажешь тоже, что ничего удивительного. Кстати, ты этих людей знал. Ты мне сейчас скажешь. Для меня большое удивление, вот именно удивление, это Дмитрий Медведев. Ой! Ну, объясни тогда, объясни. Ну, Петрушкин, масонской свадьбе он всегда был, в общем-то. Ну, правда. Просто вида не показывал. Не, ну что говорит, он как вот, какая была То есть тема? дорвалась свинья до груш? Ты видел, это тебе он вида не показывал. А я-то, господи... Вот я тебя и спрашиваю. Нет, там же какая была очень простая тема, что назначили этих самых два преемника. И был Иванов, министр обороны, и был Медведев. И сказать, что там Путин кого-то одного любил больше, другого меньше, нет. Просто он, когда их назначил преемниками обоих, даже у нас в «Коммерсанте». Что? Иванова и Медведева. Они же были назначены там за, условно говоря, за год, даже меньше, чем за год, давай, за полгода. Они просто говорят, вот он сказал, вот у нас есть два преемника, Иванов, министр обороны, и Медведев, который был тогда вице-премьер первый, но сидел что-то в Кремле. Я удивился, как ну так вот. Ну и дальше, очень простая разводочка. И дальше он просто смотрел, как кто себя поведет. И понял, что Иванов стремновато, потому что все-таки силовики на нем там и так далее. А Медведев пустое место. Ну, вперед, значит, иди в президент. То есть человек изначально согласился на такую роль, ну, петрушечную. Другое дело, что он там выглядел помоложе, там еще, там, может, пил меньше, я не знаю. Вот. И, ну, как бы вел себя более-менее прилично. Хотя, опять же, там были факапы, очень много у него было факапов. Когда он был президентом, и мы же тогда выпускали сам «Гражданин по...» Неприступный, как гостайна, и стремительный, как вжик, Путин вышел из комбайна. В общем, Путин, мы как его изображали? Ну, он злодей, он враг, он там, я не знаю, негодяй, да? А про Медведева у нас было просто пустое место. Ну, вообще пустое место. Так что тут меня-то как раз он совершенно не удивил. Но видишь, у меня другой взгляд, у меня взгляд абсолютно Ну, просто нет, обывательский. ты про свою, как бы, Ну, само практику. собой. Да, я вот просто... Нет, я со своей... Я еще раз, у Так меня что в это этом смысле у меня взгляд обывательский абсолютно, и для меня
мне просто интересно вот с точки зрения психологии, с точки зрения... Вот для меня это самый большой контраст между моим восприятием, между тем, что было, и тем, что стало. Ну, на самом деле, чисто... На самом деле, ну, я тебе говорю, вот как я... Ну, все, ну, понятно, конечно, да. Всё. Вот я, например, вот никого же не удивила позиция, вот вообще, наверное, никого не удивила позиция Лейми Джин на хиджаб. Нет, Это просто чума на оба ваши дома, там все вы козлы. И хотя она старенькая бабушка, там, но то, что она, как все ее интервью, все эти самые, ну, вот никого же правильно не удивило. Что она абсолютно такая, какая она есть. Ты знаешь, я тебе расскажу историю. Это неизвестный человек, но это из моего опыта. Непосредственно. То есть уже после того, как началась война, мне позвонил мой педагог по сценическому движению, который преподавал у меня в институте. Мы были у него последним курсом. Это был 2003 год. И после этого он уехал во Францию. И прожил во Франции 20 лет. 20 лет. Он работал в Комедии Франсез. Еще где-то. Он отличный педагог был. Просто супер педагог. Я до сих пор ему очень благодарен за то, что он... Ему одному из немногих, например, хватало воли не потакать там моим каким-то моему обаянию, которым я пользовался, конечно. Он меня... Вот он меня оценивал вот по заслугам. А заслуг там было мало. Вот, поэтому он, в общем... Ну, отчасти я могу сказать, что он мой учитель. И вот он вернулся. Вот сейчас. Война шла. Да, вот как раз он вернулся. И он мне позвонил сначала с предложением, значит, поработать в театре. Ему дали какой-то брянский театр, ну, какой-то где-то, какой-то периферийный театр, но дали главным режиссером. И вот он мне звонит, говорит: Артурчик, давай, типа, со мной что-то, по-моему, он собирался ставить «Маскарад» Лермонтова. Или «Пиковую даму». Ну, что такое? Актуальность. Ну, да. Да. «Маскарад» особенно. Вот, значит, я говорю: Владимир Витальевич, я, честно говоря, не хочу работать в театре совсем. Я закончил с театром. У меня уже был опыт, когда я закончил с театром. Меня позвали, очень долго уговаривали. Я пришел и понял, что правильно сделал я, что в общем, надо снова уходить. Вот. Я говорю, я, честно говоря, сейчас, во-первых, я просто не хочу театра. Во-вторых, честно говоря, идет война, я ни о чем думать не могу, ни о театре, у меня просто нету на это. Я не смогу ничего делать. Ну и что-то мы общались, и он потихоньку так начал мне закидывать, что ну вот оно, вот эта вот тема сейчас, не все так однозначно. А там во Франции тоже, знаешь, все не так прекрасно. Я про себя думаю, что же в 20 лет там жили тогда. Говорит, значит, и вообще, значит, в итоге разговор дошел до того, особенно после того, как вышло мое интервью, он мне стал писать: боже, как же жаль, какой же ты дурачок, мой мальчик, сейчас я тебе объясню, как все на самом деле. Посмотрев твое интервью. Посмотрев мое интервью. Боже, ты ничего не понимаешь. Стал мне присылать какие-то совсем такие нищенские, пропагандистские вещи. Совсем... Секундочку, это речь идет интервью на формате «Скажи Гордеева», если кто не видел, что действительно круто, и оно не такое длинное. Я вижу будущее свое и понимаю, что в этом будущем я смогу быть сам с собой и с ними. Только если я буду говорить. Посмотрите второй раз. Спасибо. Да, я этого не умею говорить. Это лайкнуть, подписаться. Вот, ну ладно, то ли еще будет. В общем, вот. И он мне стал присылать какую-то совершенно нищенскую пропагандистскую дичь. Ну вот просто нищенскую, понимаешь? Совершенно... там какие-то накачанные, значит, фашисты. Это, ты понимаешь, это даже невооруженным глазом видно, что это, совсем даже не шито. Это просто, из кусков коровьих лепешек слеплено. И вот это для меня было действительно... Я даже не скажу, что я не был удивлен. Я ему в итоге написал, что: Владимир Витальевич, вы, ради бога, я вас оставлю с вашим убеждением. Вы меня не пытаетесь убедить. И раз вы в это так верите, чего вы меня пытаетесь в это обратить свою веру? Верьте себе на здоровье. Ну и, в общем, он как-то потом, к сожалению, еще
набрасывал долго мне, пытался со мной пообщаться. Но нет, это горько на самом деле, потому что я-то помню умного человека. Это к тому, что, понимаешь, пропаганда тоже стала таким общим словом, как бы общим местом. Она тоже такое заезженное, запыленное, какое-то уже затертое, да. Но это сегодня, да, есть такой термин медиакратия. Слышал, да, про такое? Но мне кажется, что это очень точно. Потому что сегодня, в общем-то, миром правит телевизор, и интернет, и человеческим сознанием. Потому что все, что знает обыватель о жизни, он знает из телевизора. Вот, кстати, Сегодня человеку, смотри, обрати внимание, человеку сегодня для того, чтобы полноценно функционировать как организму, ему даже не надо из дома выходить. Тебе домой привезут еду, тебе домой принесут информацию, ты можешь даже рожать детей дома, ты можешь работать дома, ты можешь, в принципе, быть самодостаточным вроде бы человеком дома. Но мне кажется, вот считайте меня наивным дураком, но мне кажется, что если в России сегодня на месяц просто выключить телевизор, вот просто выключить, если представить себе, что его больше нет, просто представить себе. Можно же представить себе. сколько же людей повесится? А остальные, те, кто не повесится... Вот это будет все хорошо, да. Ну, хорошо, назовем это естественным отбором. Окей, я не хочу, чтобы никто умирал, но тем не менее. Если это сделать, то люди, по крайней мере, начнут просто вокруг себя смотреть и думать, подождите, я вижу вокруг себя разбитые дороги. Стоп, они начнут включать мозги. Окей, Это назовем людям некомфортно. Я знаю. Большинству Ну, людей это дико некомфортно. я знаю. Конечно. Ну, я знаю. Но те, которые не повесятся, это будет... Еще раз, но ты против того, чтобы люди включали мозги? Я-то нет. Они против. Серьезно, на самом Я, деле... кстати, серьезно говорю. На самом деле, мне кажется, что там, условно говоря, если бы пофантазировать, да, о каком-то будущем России, то я бы начал с этого. Я бы выключил телевизор, насколько возможно это, не знаю, это, конечно, утопия, но тем не менее. Я бы оставил интернет, безусловно, потому что там есть, да, возможность плюрализма, да, это плюрализм называется, много точек зрения, но там, по крайней мере, есть какая-то объективная факт, ты можешь сравнивать. Если хочешь, ты будешь Нет, сравнивать. даже если не хочешь. Не будешь. Поверь мне, слушай, если человек не хочет, он не будет. Он не будет сравнивать, точно. Алгоритм построен таким образом, что даете то, что... Дело не в алгоритме, дело в головах. Люди приятно. Ну, это правда. В Ютубе в алгоритмах, а в человеках в головах. Вот, кстати, еще про это, кстати, классную историю она сказала про своего учителя. Я от тебя тогда отвяжусь про это, про Оттолкнусь. Пореченков. Вот всё. Отвяжешься, все, Да, отвяжись. Я даже хотел одну историю про Машкова рассказать, но не буду даже. Ну все, ладно. Не, ну вот у меня была, кстати, вот такой полный привет. Я где-то сижу, значит, смотрю в YouTube, говорит, ночь, полночь. И был такое некоторое время формат, меня выкидывал YouTube, значит, это было нормальное количество просмотров. И там какой-то форматик, там артисты, которые записались в какой-то полк. Ну, как он назывался? Ну, какой-то, короче... Что? Бессмертный? Типа полк свободы, как-то он назывался. И там начальник Пореченков, командир полка, вот это вот такая фигня. Нет, это не бессмертный полк, нет, это... какой-то на там. войну записались? Да, и вот прям в YouTube выкидывают там портреты, вот такой-то записался, и там каждую ночь, пяток еще новых. И я так смотрю на это все. Главное, я-то, в общем, сталкивался с пропагандой, чтобы не верить в какое-то фуфло. И я вижу, всплывает Никита Ефремов. В этом видео? Да даже не видел. Портретик там. В плашке. Портретик, и вот он старший лейтенант. Плашки, да. Да. С пятницы уже. И тут я, поскольку Никит знаю, я не знаю, с нескольких месяцев, сын Михаила Ефремова. И тут я не выдержал, я ему звоню, я говорю, что Никит, солдат в путь. А я, надо сказать, с ним не разговаривал, просто не то, что поссорились, не разговаривал. не о чем. Года два. Да нет, просто так получил. Я здесь, он там, что. Немножко разница в возрасте небольшая. Со мной это разговариваешь. Тут меня прям пробило, я звоню, я говорю, Никита, солдаты в путь?
Он говорит, да что ты, дядя Андрюш? Он этого не видел. Он говорит, дядя Андрюш, я вот тут билет пытаюсь купить, говорит, в Казахстан или там куда? Или в Узбекистан. Он говорит, тут билетов ни хрена вот нету. Вы о чем Понял, вообще? Да, да. Вот это пропаганда. Я поверил реально. Я Никиту знаю, ну там человек разных был периодов жизни. Там, Ну, как и ты. Не, у меня аккуратненько. По прямой все? Только бухал, да. А, Вот. И это самое... Ну, я реально, вот просто, я уж казался пораженный, да? И я прям офигел, и я звоню человеку. Так что, в общем-то, недооценивать это вот средство массовой пропаганды, кстати, не надо. Это все, не буду. круто. Нет, это правда круто. Я же должен на раз различать, что это фуфло, это не фуфло. И это, однако же... Кстати, ты упоминал, знаешь что, ты вот упоминал 9-ю роту. Кстати, я был в Киеве на премьере 9-й роты, меня приглашал как раз Родняцкий. Вот. Она как раз была, по-моему, в 6-м году у вас. Да, да, где-то так, да. Вот. Почему не в Москве, потому что в Киеве работал. Ну, я помню, да. Вот. И у тебя очень много военных ролей. Ну, достаточно много. Вот скажи, пожалуйста, вот ты сейчас можешь сказать такую вот, ну, например, не то, что тебе стыдно за роль, потому что это смешно говорить, да, а, ну, вот, например, вот какую бы из этих ролей ты вот не смог бы сыграть вот в данной ситуации, из тех, которые у тебя военные роли? Ну, типа сказать, да даешь вы что? Уточни вопрос. Еще раз. Ну, понимаешь, как тебе сказать... Ну, там у тебя есть некие герои. Они вполне патриотические. Даже у Михалкова ты снимался там патриотически. Вот. Ну, ты мог сказать, вот сейчас, в настоящий момент, мне эта роль вообще, в принципе, ну, как другой человек снимался. Ну, типа. И я, может, это путанно объясняю, нет? Ты просто пытаешься немножко как бы в отрыве от реальности фантазировать. Я сейчас, в принципе, не могу об этом размышлять. Какие роли вообще, о чем речь? Какие роли, в смысле, если бы мне сейчас предложил сняться Никита Сергеевич Михалков... Про Михалкова у меня отдельный будет вопрос. Вот. Да, может, не надо? Да, надо, конечно. Блин, ну, пожалуйста, ну, не, блин. Ладно, про Машкова-то я все забежал. Давай хоть про Михалкова. Давай на букву «М» вообще закончим. Слушай, это сам... Нет, я, может, тебе попробую еще раз. Это самое... Может, я говорю, в данном случае у меня дилетантский вопрос. Если нет, то снимаем. Ну, то есть, можно сейчас вспомнить про какую-то... Господи, что же я играл-то? Ну, что же я наделал? Ну, играл. Что же, нафига я вот это... Вот Знаешь, это... у меня есть такие мысли про свои роли, но отнюдь не потому, что они военные или не военные. Ну, то есть, это не имеет отношения к Да нет, идеологии роли, послушай. Мне сегодня кажется, мне так кажется. Может быть, завтра мне будет казаться иначе. Но сегодня я убежден в том, что вообще культура – это как бы побочный продукт интеллектуальной деятельности. Он, по большому счету, не определяет поведение человека, как мы видим. Ничего культура не определяет. То есть человек использует свой интеллект в первую очередь для того, чтобы создавать себе комфортные условия для жизни. То есть весь прогресс, он от лени, еще не знаю чего, от любопытства. Но вот, грубо говоря, мы хотим придумать какую-то мега-супер-ракету там, но пока не можем. Мы пишем об этом книжку. Но когда мы придумали эту ракету, мы уже не будем писать про нее книжку. То есть, как сейчас уже не пишут книги про, я не знаю, там, про автомобили. Ну, условно говоря, я понятен или нет? Понятно, Жюль Верн, путешествие... Это да, сейчас не, все. Света, там, то есть, мы все время фантазируем о том, чего не можем достичь. Именно потому, что мы не можем этого достичь. Но главная наша цель не в том, чтобы написать эту книжку, а в том, чтобы... Главная цель не в том, чтобы придумать книжку про iPhone или кино про iPhone, а в том, чтобы сделать iPhone и получить его в руки в конечном счете. Как только iPhone получен в руки, нам уже не интересны книжки про iPhone. Нам уже интересно что-то недостижимое. Поэтому, во-первых, 9-я рота это антимилитаристское кино. Ты его плохо помнишь. Хорошо помню. Оно заканчивается оно заканчивается как раз тем, что все это было бессмысленно. И там вопрос, а нафига все это было нужно? Все, ты ответил. Ты все думаешь, я тебя провоцирую? Да, круто. Я знаю, что это... Я вообще кинокритиком был когда-то. Это не надо. Это ты сейчас придумал? Что? Ты сейчас придумал? Здрасте, я зарабатывал на хлеб этим. Я пропустил эту строчку в Википедии. Ты не родился тогда просто. Не от хорошей жизни. Я боюсь, что я умру, а ты все еще будешь кинокритиком. Не дай мне Бог, что опять вернуться туда. Нет. Нет. Вот.
Нет, это действительно такой... вот я тебе говорю, ты совершенно четко говоришь, это антимилитаристский фильм и так далее. А тебе приходилось, я просто твою фильмографию тоже не очень, а у тебя приходилось сняться Я твою тоже. в милитаристских? Да там многие знают, вести, ладно. Вот, а в милитаристских тебе приходилось сниматься? Или вот именно в милитаристских фильмах? Я не знаю, фильм «Калашников» можно назвать милитаристским? Я его не смотрел. Ну, я тоже. Ты ответил на вопрос, видишь? Все Нет, на самом деле я его смотрел, но фильм «Калашников» это просто... не стоит большого разговора. Это просто такое, знаешь, то, что называется житие, апокриф. Это не имеет никакого отношения ни к реальности, ни к чему-то. Ты понимаешь, Гитлера же сделали Гитлером не фильм о войне там, или о мире, правда? Угу. И заставили его убить 6 миллионов евреев. Не фильм уже о войне. Да и даже не фильмы Лени Рифеншталь, я думаю, заставляли его это делать. Уверенности в нем они прибавляли. Я думаю, так. Какую-то талику. Я думаю, что это все равно не фундамент. Не главный, да, конечно, не главный. Это не фундамент, поэтому вообще притягивать сюда. Смотри, тут искусство не надо вообще защищать или нападать на него, пытаться его куда-то притянуть, или вообще пытаться его каким-то образом вписать, пришить к сегодняшнему контексту, к завтрашнему. Оно самодостаточно в том смысле, что у искусства есть один судья – это время. Вот если фильм остается в истории, вот фильм «Взвод», ой, не «Взвод», господи, прости, фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». Это какой фильм? В общем, он будет антимилитарист. Да. А я смотрел, мне прям так хотелось там оказаться. Ты маленький был, наверное. Так на кого это рассчитано-то? Подожди, артист там. Я еще не был артистом. То есть был уже, но диплома еще не было. Нет, но окей, хорошо. Пожалуйста, «Спасение рядового Райана». Это какой фильм? Тоже он антимилитарист, конечно. Он, может, немножко слащавый, но он абсолютно гуманистический. Но все равно все это, я не знаю, мне кажется, кстати, что окей, я тебе так скажу, фильм «В бой идут одни старики». Это какой фильм? Мне кажется, очень плохой. «Сопли в шоколаде», но это мое мнение, правда. Нет, он создает у человека ложное представление о том, что война – это хорошо. Может быть, да. У меня-то нет, но... Вообще, у меня абсолютно создавалось, что вот это на войне. Что я вижу на войне? Любовь, песни, гибель товарища, которую я оплакал, выпили по 200, но за родину... За родину отдадим все. Падая в самолете, он поет песню, а ему с земли подпевают. Что-то такое, да. То есть... я понял, просто немножко разносит. Я, конечно, в такую фигню не верю, но мне он не нравился чисто эстетически. Я считал, что это плохой. Как все фильмы Быкова, вот этого. Они такие слащавые все время. Мне так казалось, окей. Но ты их раньше... Может, ты мне дома уже расскажешь? Значит, интересно. Про Быкова? Это... ты про другого. Не тот Быков. Леонид, ему памятник в Киеве стоит, кстати. Леониду? Да. Ты чё? Здорово. Мне очень нравится просто. Мне не нравится, что ты так говоришь. Слушай, хорошо, тогда, а ты вот скажи, пожалуйста, из последней, если ты смотрел, из последней патриотической, так называемой патриотической фильмографии, как фильмы там... Чьей? Советской, российской. То самое, ты можешь сказать, какой-то настоящий мерзота? Или ты просто не видел? Я, к счастью, не видел. Не видел, точно? Нет, честно слово. Я тоже, кстати, не Я увлекаюсь. уже достаточно зрелое существо, чтобы по афише понимать и по контексту, что это смотреть не стоит. Жалко, конечно, что я что-нибудь такого Что не нечего обосрать. Да. Кстати, круто ты сказал про Ваню, на самом деле. То есть это мне не пришло в голову. Меня просто стали спрашивать, просто каждый раз про Ваню, как будто я его пресс-секретарь, знаешь. Слушай, я понимаю, у кого... Ты ответил до того, как я спросил, кстати. Видишь как? Ваня просто для меня был просто братское сердце, что называется. При том, что со всеми его вот этими заворотами там и так далее. Но я себя убедил, что его не существует. По-настоящему. Это некий персонаж, только он, голограмма такая. Ничего страшного.
Он чего он только не говорил. Слушайте, он мне говорил, что он цыганский барон. Тоже, пожалуйста, да. Ну, я вас умоляю. Нет, ну Ваня лицедей абсолютно. Если бы он... Вы понимаете, что должно быть в голове у человека, чтобы он сначала был человеком, прожившим... Ну, такую вот это... Москва разрушена, осталось только Тушино. Да. Это, в общем, долгое время был его девиз. Человек был в татуировках весь, с длинными с хайером. Потом он стал попом. На Понимаете? мотоцикле ездил в бандане там. А потом он перестал быть попом. Вообще много знаете попов, которые сказали: все. Харе, вообще-то у меня 6 детей, и мне нужны бабки. Поэтому я буду сниматься во всяком говне. Зато я обаятельный. Матильда! Вот это вот, понимаете? Ну, смех и грех. Ну, потому что, да, потому что... Ну, понимаешь, остался один грех. Понимаете, если представить себе, что вот это Гойда, вот это, что это в кино, ну а что, это же заразительно. Он кричит-то заразительно. И может нравится. Все, ну... Офигенно, слушай. Про клоунов еще вопрос. Катя, мы подходим к концу. Да нормально мы разговариваем. Чего ты, Катя? Нет, смотри. Катя людей привела, людям нравится. У меня Всё, это я троллю Катю. А пока она не слышит, я... Не надо. Шепотом. Не надо, потому что Вот. это потом... Это не пройдет бесследно. Не тролль, Катя, Слушай, пожалуйста. смотри, вот, кстати, вот интересная вещь. Ты говоришь, вот ты бы... Это как раз про клоунов. И ты как раз говорил, что там искусство, оно как бы амбивалентно, там, и так далее. Вот тебе бы хотелось кого-нибудь из клоунов нынешних сыграть? Киселева, Соловьева, там, понимаешь? Вот это вот. Ну, Путина, я не знаю. Ну, вот... Ну ладно, ну зачем? Это комедия была. Это была бы комедия. Ну почему? А чем я, не, прости господи, не Дастин Хоффман какой-нибудь? Да нет. Ну, по приколу, просто как интересует тебя как некий объект. Понимаешь, человек? Ну дай подумать. Да, Я просто, правда, не очень слежу за ними, потому что они непонятны, они, в общем, не очень интересны. Ну, я могу сказать, Соловьев это тоже чисто лицедей. Он, конечно, ни во что в это не верит, это очевидно. Он играет роль. Играет не очень хорошо. И чем хуже он играет, тем громче он кричит. Вот. То есть это чисто для комедии. Он, да, очевидно, вот такая роль? он очевидный приспособленец. Нет, ну слушай, никакой комедии сейчас быть не может. Нет, если роль Соловьева, то ты увидишь только чисто комедийная, это гротескная такая. Нет, ну что ж ты все упрощаешь? Ты мне А хочешь... я хочу, моя профессия такая была. А у меня усложняет. Ну, а Поэтому... мы с тобой этим и занимаемся, кстати. Поэтому я тебе так скажу, мне было бы сыграть вот я тебе так скажу. У меня по-прежнему вообще их очень мало осталось, но у меня есть мечта когда-нибудь сыграть Ричарда Третьего. И вот если бы я играл Ричарда Третьего, то, может быть, мне был бы интересен Путин, вот тоже как человек, который пришел к власти совсем не как бы не совсем вроде бы как человек, который вот последний человек, который должен был прийти к власти, да. Ну, о природе власти, о природе жажды власти и о том, на что человек способен ради этого, как власть. Жажда власти – это одержимость, как она съедает человека, как она его разрушает и трансформирует. Окей, если бы я играл Ричарда Третьего, я, безусловно, этого человека я бы его исследовал. Не потому, что он интересен как человек, опять же, он понятен как психотип, а потому что, ну, в той или иной степени, насколько вообще человек может быть понятен. Все равно чужая душа потемки. В конечном счете мы иногда сами не знаем, что там с нами происходит. Вот мы утром просыпаемся, ебану-ка я по Украине. Такое может быть вполне. Вот. Зрело. Ты знаешь, мне порой кажется, что многие вот злодейства, которые люди творят, особенно если у них есть власть, да, есть возможность, они это делают просто от скуки. Вообще, мне кажется, что мы очень часто в диалогах, да, в наших дискуссиях, мы упускаем из виду такие категории вообще человеческой личности, как там, ну, человеку хочется верить. Ну, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Это же не только про любовь. То есть мы хотим верить, мы хотим надеяться. Если нам говорят, что все будет хорошо. Ну как, даже в личных отношениях, когда человек нам говорит «я тебя люблю», даже если ты видишь, что в глазах что-то не то, но тебе же очень хочется, чтобы тебя любили, и ты все равно поверишь.
Да, я словно бабочка к огню летела так неумолимо. Мне кажется, здесь та же самая история. Он, безусловно, человек, который умеет производить впечатление. У него есть определенное обаяние. Ну, тут дело вкуса уже, я понимаю, что... Но слушайте, понимаете, вот сейчас говорят, где женщины? Почему не выходят женщины? Где наши женщины? Женщины, спасите своих мужчин. Это, конечно, блядь. Но эти самые женщины, которых призывают выйти на кухню, ну, как бы выйти, да, на площади, они сидят дома, ну, я видел это не раз сам, и говорят, ну, какой, ой, какой, а? Не то, что ты, говна кусок. Ой, какой. Ну, как бы, это же тоже работает. То есть, да, смех смехом, но это действительно важно. Мы хотим надеяться, мы хотим верить. Нам не хочется, чтобы нас обманывали. Мы не хотим верить в то, что нас обманывают. А когда мы понимаем, что нас обманули, уже все. Поезд ушел, да, уже условно говоря. Семья, дети, ипотека, и куда ты денешься? Но только тут все другие масштабы, там другая цена вопроса, что называется. Мне кажется, это тоже важно помнить. Мы все пытаемся, да, через голову как бы провести, все проанализировать, все что-то объяснить. Но мы вот сейчас с вами поговорим, мы сейчас друг другу что-то объясним, мы отсюда выйдем все, разойдемся, каждый в свою кровать ляжет, и мы все таки ляжем такие, ну, как бы опять ничего не понятно. Ну, как бы, и вот, и чё? А жить-то как дальше? Ну, вот мы сейчас это все объясним. А нам-то жить с вами вот здесь и сейчас, как дальше? Ну, окей, с ним все понятно. А мы-то где были? Ну, это очень личное, Артур, на самом деле. А как еще? Ну, У нас уже страна была как бы вот не личная. Ну, У меня есть моя личная, а это как бы, оно как бы там само по себе. Ну, вот, Но условно, оказалось, что нет. Как мы все знаем, Артур сам в футбол играет, болеет за «Спартак» 150 лет. Давай прогноз на финал. Про что? Про финал чемпионата Прогноз мира. на финал чемпионата мира. Это... Ах ты меня сейчас прямо... Давай, давай. Наконец-то. Отвечай за базар. Наконец-то ты меня поймал. Я болею за Аргентину. Я люблю Месси. Я болею за Месси. Я хочу, чтобы Месси выиграл. Я почти что уже прихожанин мессианской церкви. Вот. Вы, кстати, знаете, кроме шуток, есть марадонианская церковь в Аргентине. Это правда, она действительно существует. Посмотрите фильм «Эмир Кустурица» под названием «Марадонна», и вы узнаете, что я не придумываю. Я думаю, что появится и мессианская церковь. И вот, и я, конечно, верю в Аргентину. Я тебе уже говорил, я считаю, что если аргентинцы выйдут такими же заряженными, как они вышли с хорватами, и если какой-то форс-мажор не повлияет на игру, как то раннее удаление, или ранний пенальти, или что-то еще непредсказуемо, зато мы футбол и любим, за то, что он непредсказуем, я думаю, что шансы в пользу Аргентины 60/40. Я бы тоже очень хотел вот надеяться, и на этой оптимистической ноте мы пойдем на перерывчик. Пойдемте выпьем за Месси. Да, дали за месяц. Спасибо большое. Спасибо за терпение. Друзья, мы продолжаем. Пожалуйста, возвращайтесь. Кто хочет и может. А то потом не выйти. Мне кажется, это этому своя прелесть. Что, не выйти? Да. Садись. Ну, может, он не испугается. Говори в микрофон. Одну секунду, подожди. Да, конечно. Я сейчас принесу тебе тумбочку, прям жди секунду. Да мне теперь тумбочка не нужна, она ему нужна. Вот. Я не переставила тумбочку. Точно тебе не нужна? Потому что я могу быстро принести. Нет, мне уже не нужна. Вода твоя вода? Значит, как я... Так, микрофон у меня вот. Сейчас. Ну, может, и нафиг микрофон. Слышно? Как нафиг? Тебе это нужно, а мне нет. Не слышно, да? Ты же не артист, ты забыл? Да, надо же, чтобы шепотом до 6-го Я ряда. могу тебе свой, да. Могу тебе свой. Это мне говорили. Ты можешь чуть ниже микрофон, ты перекрылся. Катя, а мне можно микрофон включить? Да нет, Катя, я сделаю как мне удобно. Хорошо. Ты будешь подстраиваться под меня. Нет. Ты наклонен. Кстати, слушай, сначала будешь стихи читать. Точно, я Ты можешь понял. поставить микрофон, чтобы ты наклонялся. Да нет, вообще его включить бы хорошо. Нет, там... Сейчас Павел. А, батарейка села? Нет, какая батарейка проводной. Ну ладно, это говорит человек, который не умеет пользоваться навигатором, прости ему.
Я не умею пользоваться навигатором, потому что я ни разу не водил машину в жизни, понимаешь? Чем не умеет? Ютьюбом, хрень какой-то. А для него это одно и то же. YouTube в навигаторе открывается, в YouTube навигатор ищет. У него просто есть навигатор живой. Ну, только сам включить-то надо. У меня в руках не жалко. Может, говорить уже начинать. Все, может, сплясать еще? Не надо, не пугай людей. Смотрите, вот сейчас, может, включить все-таки микрофон Включат. по блату. Алло. Сейчас. Я. Все, записываю. Раз, два. Не. Я же микрофоном все-таки пользуюсь как по разу. Секунду, Ну, простите. забудь. Мастерство не пропьешь. Пропьешь. Это тебе... Ты-то да! Но мне уже скоро на собственных поминках выпивать, понимаешь? Все, я понял. Да, Да смотрите. я говорю, пропьешь. Вот. Значит, смотрите, какая-то... Такое, значит, у меня... Подожди, Андрюш, что, Кать? Микрофон у зрителей у нас есть, Павел? То есть они же будут вопросы скоро задавать? Нет, мы зрители слышим очень хорошо, кстати. И было в первом тайме... Зрители громкие голоса. Да. В первом тайме были вопросы от зрителей, мы прекрасно слышали. Нет, у нас еще есть... Ну, мы найдем выход какой-то, мы придумаем. Да. Правда, места немного. Ну, поехали, правда, давай уже мы начнем, да? Ну да, ты начинаешь. Все, поехали. Так вот, а то, что предыстория такая, это, кстати, меньше знают. Мне стихотворение как бы достаточно долго. Но это был август 2011 года. И такая пустая неделя, но август, ничего нет, там, Путин в отпуске, там, ну и так далее. И что-то надо делать, все равно раз в неделю. И тут Быков, надо сказать. Кстати, это написал Быков. Вот то, что сейчас услышал. Львович. И музыку. Музыку до него в 17 веке. Вот, то самое. И Быков говорит, слушай, а там же у нас десятилетие событий Белого дома. Ну, как раз 19 августа там. Ну, что делают там? Ну, пустая неделя, ну, давай сделаем. И мы сделали. А это, значит, соответственно, прошло 20 лет. Да, 11-й год. 91-го. Ну, давай попробуем. Сделаем. Ну, предпослали, конечно, название этому номеру. Ну, то есть, это по мотиву Маяковского через 4 года здесь будет город-сад. Письмо рабочего кузнецстроя, там что-то. Ну, известно. И я бы, ну, предпослал я, конечно, остроумный заголовок 20 лет нихуя нет. Вот. Ну, смотрите, прошло с тех пор, ну, уже можно писать 30 лет нихуя нет. Ну, а вот вы сейчас увидите, почему. Это, кстати, тоже очень грустное состояние. Это из тех, которые живут очень долго. И, опять же, к сожалению. Вперед, Артур. На землю капли падали. Сквозь дождь белел с трудом, щетинясь баррикадами московский Белый дом. Сейчас, конечно, совестно, но 30 лет назад мы думали, что в скорости здесь будет город-сад. Мы думали тогда, ведь наивные шуты, что если нас не давят, то мы уже круты. Нам выдана свобода, сапог не воскресят. Через 4 года здесь будет город-сад. Потом не стало бабок, порядок обветшал. Страна упала на бок и треснула по швам. Затлела по окраинам и двинулась на слом, отравленным, ослабленным, оплавленным куском. Но мы не та порода, чтоб нас пугал распад. Через 4 года здесь будет город-сад. Потом герои запили, простились со стыдом. Потом разбили залпами тот самый Белый дом. Подурили, позлобили, взъярились дети гор. Мы стольких там угробили, что страшно до сих пор. Но тучи в час восхода плотней всего висят. Через 4 года здесь будет город-сад. Потом у олигархии случился передел. Ведущие загавкали, Борис не доглядел. Смотрители клоповника отправили в полет тихоню подполковника из питерских болот. И вот толпа народа лобзает новый зад. Через 4 года здесь будет город-сад.
Фронтов незримых войн, наряженный в царя. Я многое усвоил тебе благодаря. Я вызубрил как надо, без ложного стыда. Ни города, ни сада не будет никогда. Мечтать тяжеловато о веке золотом. И сад тут был когда-то, и город был потом. Пришла иная мода, прогнозы здесь просты. Через 4 года здесь будешь только ты. Прощайте баррикады, прощай железный хлам. Мы были дураками, когда стояли там. Пора признать спокойненько, оставив торжество, что кроме подполковника не будет ничего. Он с прыткостью любовника проник во все умы. Гляжу на подполковника и вижу, это мы. Осталось пить без просыпу меж прочих поросят. Здесь нет другого способа построить город-сад. А теперь я сам. Действительно настоящее искусство. Мы же все воруем у классиков, да? А вот, кстати, сейчас ведь Артур, ну, как бы сменил, ушел из театра и в том числе занимается уже сам музыкой, там, его группа. И вот тут я действительно не раз... Знаешь, я думаю, что об этом тоже люди знают. Хорошо, окей. Я на всякий случай... Примерно как гражданин по этому. Я же все равно представлю гражданин по Это все правильно, прости. Вот, лишнее заслушали. Так вот, а вот это действительно не слышал я ни разу. Поэтому я пойду в зал и... Поэтому ты пойдешь курить. Не курить, я тебя буду лучше смотреть. Ну, я не знаю, попробую. У меня... Я поставлю. Лучше видно, Кать. Дайте дедушке, дай папе место. Прибери гитару, пожалуйста. И будет утро, будет свет, и будет снова дверь открыта. И не дымится пистолет, и дома к празднику накрыто. И снова растворится тьма, и на холмах трава пробьется. Только радость от ума, только теплый ветер вьется. Скажи мне, почему во сне мы видимся так часто, и крылья на моем коне стремятся расправляться над розовой трубой. В огне сгорают самолеты, и розы на твоей спине из бархата и меда. Скажи мне, почему в который раз среди полей я нахожу одни осколки. Остановись и пожалей, целуй и спрячь свои иголки. Остыли руки над ножом, повисло в воздухе дыхание.
мы видимся так часто, и крылья на моем коне стремятся расправляться над розовой трубой. В огне сгорают самолеты, и розы на твоей спине из бархата и меда. Скажи мне, почему? Скажи мне, почему во сне мы видимся так часто, и розы на твоей спине стремятся расправляться над розовой губой. В огне сгорают самолеты, и крылья на моем коне из бархата и меда. Скажи мне, почему? Следующая песня называется «Багром». Я ее, знаете, сочинил, когда очень как-то было хреново. Хреново было, прям прихреново. И как-то нужно было куда-то двинуться. Я сидел в квартире, просто на диване, смотрел перед собой. Вот так смотрел перед собой. Я понимал, что мне надо идти, куда-то идти, мне надо двигаться, что я где-то застрял. Ну, как мы все в своей голове. Вот. И написал эту песню. Можно назвать ее молитвой, но я не знаю. Сами решили. Чуть-чуть прибери еще гитару, правда? У себя там все сделаем. Иду к тебе, привет. Иду к тебе, встречай. Мне нужен твой совет. Скорее выручай. Зачем я так спешил? Зачем шел напролом? Зачем разворошил и кистью обогром? Зачем разворошил багром? Зачем я здесь такой? Зачем я так боюсь? Ни мертвый, ни живой, не плачу, не смеюсь. О, зачем такая боль? За что такой пожар? Я шут или король? Я жертва или дар? Я шут или король? Твой дар. Ответь мне насовсем, ответь как на духу, без куполов и схем, или сотри в труху. Мне нужен твой совет, мне нужен
позднее. Следующая песня называется «Дали». Я сочинил ее уже здесь, в Риге. Я достаточно много песен написал после войны. И дома, и здесь уже что-то написал. Но эту песню я написал, опять же, потому что очень сложно было как-то разобраться и договориться с самим собой. Ну, как мне быть с этим всем? Потому что очень это тяжело, мрачно. Ну, в общем, знаете, бывает вот так, когда ты где-то куда-то падаешь, ты сочиняешь светлые песни, а когда тебе как-то не так хорошо, вот, то может сочиниться что-то ровно противоположное. Вот это был случай какого-то, да, такого сумрака, и нужно было, ну, в общем, песня — это психотерапия, тоже часть отпала. «Дали» песня называется. Безоглядно утекают дали, ты им обратиться повели, чтобы мы добра из них набрали, чтобы нас совсем не повегли, чтоб седое небо моросило, чтоб шуршала ржавая трава, чтобы знала гребаная сила, сила только слабостью права, облетает соком позолота, к черту укатилось колесо. Где же, Боже, где найти кого-то, кто поднимет павшее лицо, кто парит, как вдумчивая птица, кто ползет, как капля по стволу. Верю, все хорошее случится, холод — предисловие к теплу. Драная березовая роща, сон солью пересушенный ручей. Дали утекли куда попроще, нам оставив горизонт ничей. Где теперь беспутные беглянки? Там теперь привольно и светло. Будут ждать земляне и землянки, чтобы снова счастье притекло. А пока помаются, повоют, руки поломают и глаза, ни один прохожий не закроет, ветер не растреплет волоса, ни одна рука не прикоснется, ни одной слезы не украдет. Вечен только тот, кто не проснется, вечно счастлив тот, кто не живет. Незаметно возвратились домой.
свечатый парит. Обернулся шар, пока мы спали. Снова что-то Боже говорит. Может, лучше в этот раз послушать. Может быть, поверить и простить. Может, души больше не иссушат. Далее остаются с нами жить. Может, лучше в этот раз послушать. Может быть, поверить и простить. Может, души больше не иссушить. Далее остаются с нами жить. Ну, извините, все грустно. Это не ко мне веселиться. Извините. Да. Ну, то есть у меня есть веселые песни, но мне как бы все говорят, что это точно твои. Эта песня называется... Нет, сейчас. Эта песня называется... Эта песня называется «Бомбадил». Расскажу тоже, как сочинил ее. Я был на съемках зимой в городе Ростов, который не на Дону, а просто Ростов обычный, который великий, это очень маленький город. Там есть озеро Неро такое. Я думал, что это что-то с итальянским связано, черное что-то. Нет. Я не помню же этимологию, не помню, что значит. Вот. И у меня был свободный день, я просто... И из гостиница прямо на берегу озера, была зима, очень снежная, как сейчас. И я смотрел очень-очень далеко, и все было белое, абсолютно белое. И были только какие-то точки, черные точки, какие-то рыбаки. Вот. И было ощущение такого, прощания природы со всем с миром. Но почему-то не было от этого горько, но я просто взял гитару, сел перед окном, смотрел в окно. Часто сочиняю песни, глядя в окно. И вот такая песня сочинилась. Тут важно вот что еще сказать. Что... Не скажу. Сказано достаточно и сделано похоже. К счастью, речь внематочна, да дело в общем тоже. А все, что недовыродил, отчужду потомкам. Здравствуй, Томас Бомбадил, прими мою котомку. Я останусь ночевать, может даже зимовать, чтобы просто подождать любви или смерти. Я останусь ночевать, может даже зимовать,
чтобы просто подождать, подождать любви или смерти. Солнышко на выкате, рыбонька на вдохе, а видели, как по воде идет конец эпохи. А черное на беленьком пятнышки запретные, а окна лучше телека, особенно секретные. В них ведь можно подождать, подождать, посидеть и подождать, подождать, посмотреть и подождать, подождать любви или смерти. Их ведь можно подождать, подождать, так спокойно подождать, подождать, посмотреть и подождать, подождать любви или смерти. А ветрено и сладостно шепчет кукуруза, а я чего так радостно сидеют карапузы, а мирное безделье бесспорно содержательно, природное изделие поет хвалу издателю, чтобы просто подождать, подождать, очень просто подождать, подождать, так спокойно подождать, подождать любви или смерти. Надо просто подождать, подождать, посидеть да подождать, подождать, посмотреть да подождать, подождать любви или смерти. Ай, начинается, закрываются глаза, распахнулась темя, а щедро сеет мать гроза, бум, электросемя, а все, что не довызреет, разобьем с врагами, а чтобы нам не вызвереть, а зажуем строками вот этими. Надо просто подождать, подождать, посидеть да подождать, подождать, помолчать и подождать, подождать любви или смерти. Надо просто подождать, подождать, посидеть да подождать, подождать, закусить да подождать, подождать любви или смерти. Мистер Томас Бомбадил песен непридуманный, а по полям меня водил безлюдным, обесшумленным, чтоб закопаться, вырасти березой плодоносную. Ай, мама, ты меня прости за голову несносную. Мне надо просто подождать, подождать, посидеть да подождать, подождать, посмотреть да подождать, подождать любви или смерти. Надо просто подождать, подождать, посидеть да подождать, подождать, помолчать да подождать, подождать любви после смерти. Давайте я еще одну грустную спою и отпущу вас. А, еще вопрос. Господи, а я про вопрос-то я забыл. Хорошо. Я очень люблю фильм «Список Шиндлера». Сейчас я расскажу, но... Черт, ну прошу, повеселяйся. Нет, список Шиндлера. У меня как раз цитата на себе из него, так что... Где? Послушай. Где цитата? Я потом сделаю.
Покажем. Мы тоже хотим знать. Хорошо. Я очень люблю фильм «Список Шиндлера». Мне очень нравится музыка из этого фильма. Если помните, там музыка. Вот. Очень простая музыка, но простые вещи часто, да, все гениально просто. Я был на съемках опять, где-то был в Костроме, по-моему. Опять мне было нечего делать. И я просто ходил, я не знаю почему, просто пришла эта музыка в голову. Пришла она мне в голову, там поселилась и сидела очень долго. И я подумал, ну что, я не буду уже изобретать велосипед. Возьму просто, условно на эту музыку и сочиню какие-нибудь слова. Вот. Получилось не очень на эту музыку, но я думаю, что вы ее узнаете. Зачем это все? Зачем? По кругу огонь по новой. Ты просто одна из схем. Все собрано и готово. Без ведома твоего, без видимых швов и нитей. Но что им потом с того? Налепят потомки житий. Постой-ка, дружок, постой. Раскинь по земле мозгами, раскисли в дороге злой. Шаги скололи штыками. Время, кап прямо в теме. Слышишь по асфальту лыжи. Помнишь, он идет, ты тонешь. Каждый на холсте отважный. Было и сточилось мыло. Темень без кресала, кремень. Снова день, ночь, сны без снов. А после он летит, ты возле. Покроется льдом залив, укутают землю листья. Безмолвен и говорлив, ножом или тонкой кистью изрезал, изрисовал. Глаголом или молчанием на славу и на повал. Вендетта или венчание, потише да поскромней. Запомни, дружок, запомни, из сахара и камней. Дорога идущему ровня. Время, кап прямо в теме. Слышишь по асфальту лыжи. Помнишь, он идет, ты тонешь. Каждый на холсте отважный. Было и сточилось мыло. Темень без кресала, кремень. Снова день, ночь, сны без снов. После он летит возле. После он летит возле. Темень
я проще скажу, что если будут какие-то концерты, ты же сольник, если сольник, да? Ну тебе же неудобно рекламировать, слушай. Вот я тебя... Вот, следите за афишами, и я очень надеюсь, что будет все очень круто на самом деле. Человек может зарабатывать тем, что он любит. Короче, Я всю жизнь зарабатывал тем, что я ненавижу, а тут... Короче, я оставил в Петербурге своих музыкантов, своих друзей, любимых своих людей. Мне очень сложно петь одному. Эти песни все не написаны для того, чтобы петь их в одиночестве. Поэтому я себя очень неуютно чувствую, когда пою один. И мне трудно без ребят. Поэтому я не могу не петь, я хочу петь. Поэтому вот сейчас Катя мне помогает очень, помогает найти здесь музыкантов. Это будет какой-то узкий состав, скажем так, это будет формат unplugged, то, что называется, да, то есть, будет максимум я и еще 2 музыканта, но просто это совсем по-другому зазвучит, конечно, вот. Да, в общем, я надеюсь, что я смогу в будущем и музыкой тоже заниматься, потому что музыка, к счастью, вообще границ никаких не знает, но на это нужно время, конечно, время. Вот. Это не быстро, тем более, что я такой человек, что я между профессионалом и человеком, который понимает о чем, я выберу человека, который понимает о чем. А для того, чтобы появился человек, который понимает о чем, нужно, чтобы он появился. Ну, я вот к этому так отношусь. Вот, поэтому, у меня есть какие-то... Например, я встал на учет тут в агентство, и уже первый раз. На самом деле, это очень хорошее ощущение. Знаете, по сути дела, у меня во многом жизнь началась заново, и много лишнего слетело, много наносного, в том числе и во мне. Я и к себе отношения пересмотрел, и к жизни в том числе. Меня эта война очень сильно перелопатила. Но на этой почве что-то хорошее всходит, и я вот встал, говорю, ну что-то в агентстве, тут сходил на кастинг на рекламу, простите, пожалуйста, что я никогда в жизни не делал. Но меня это ни на секунду не смутило, потому что я понимаю, где и в каких обстоятельствах, да. Мне никто ничего не обещал, никто ничего не должен. Я должен, по сути дела, завоевывать свое право на жизнь и на то, чтобы что-то говорить заново. Я к этому готов. Я сходил на кастинг на рекламу, прекрасно. Это какая-то англо-американская реклама. Но все равно это творчество, понимаете? Совсем проще, потому что когда ты живешь, да, в своем мире, у тебя все в порядке в быту, у тебя вокруг все близкие, родные, ты немножко теряешь остроту восприятия действительности, и это идет во вред. К сожалению, так случилось, что война все так нас всех разбросала и раскидала, но тем не менее, в моем случае... Вот так. Знаете, я сейчас не буду говорить «нет», потому что чем черт не шутит, я сейчас не в том положении вообще, чтобы от чего-то отказываться. Но, в принципе, это последнее, чем я хотел бы заниматься. Пойдут, точно? Я понимаю, но будет ли там Смольянинов, понимаете, вот в чем вопрос. Потому что Смольянинов будет в этот момент думать, боже, что я здесь делаю? Зачем я вру этим людям, если мне не хочется это делать? Ну, зачем? Мне хочется делать то, что мне хочется делать. И, знаете, в том числе и музыкой стал заниматься, потому что, мне захотелось как-то быть самому себе хозяином. Не требовать ни от кого ничего, чтобы кто-то под меня подстраивался. Самому не прогибаться, хотя бы в творчестве. Хотя бы в творчестве мне хотелось быть самостоятельным. Поэтому я стал заниматься музыкой. Я Артур Смольянинов. Артур Смольянинов. My name is Artur Smolyanov. My name is Artur. Я Артур Смольянинов. И я Цинвекс. Я начинаю новую жизнь. Это исторический момент. Артур подписывает договор. Да. Да, это ваш первый латышский фильм? Первый, да. Полноценно почти год не снимал. Такого не было в моей жизни никогда, начиная с 1998 года. Прикинь. Здравствуйте. Это скажи. Еще попытки контакта. Ладно, значит, ты здесь куришь. Сработаемся.
Зачем он так свободен и отчаян? Нет, ей-богу, парень Бога не боится. Да к чему эти тяжелые вопросы? Это только все безумно усложняет. Вот у нас хозяин маслом купороса. Все вопросы нерешимые решает. Человека не судите. Помогите ему, что прекрасная далека, не будь ко мне жестока, отвлекая от мучений и измен, позабыв о проклятом и сынове.